Всем привет! В этом новом эпизоде мы решили немножко разбавить наш влог ответами на некоторые очень важные вопросы, которые вы нам задали. В этом видео мы попробуем вам рассказать, как же лучше всего сейчас оформить визу, получить авиабилеты, да и в принципе рассказать обо всех нюансах при переезде в Испанию. Сегодня мы с вами поделимся 5 лайфхаками о том, как лучше всего приехать в Европу из России. Да, все-таки испанцы любят отдыхать, а не работать. На каждом углу по одному маленькому уютному кафе, где сидят люди, смеются, разговаривают, отдыхают. Кажется, для них это образ жизни такой. Ну, может быть, об этом думает человек, который хочет переехать в Испанию. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Да, мне кажется, что в первую очередь нужно понять, а для чего я переезжаю в другую страну, а не ехать просто так, только потому что просто захотелось. Да ладно! Да ладно! А о чем еще стоит подумать? Вообще, мне кажется, что в первую очередь нужно подумать о том, а есть ли у меня деньги. Ведь ехать с 10 еврами в кармане не совсем логично. Ну что, мне обосраться, что ли, а? Первое время в стране тебе нужно будет думать о том, как зарабатывать и чем заниматься, а не сидеть с пустым желудком и голодать. Также не забывай, что в финансовую составляющую еще входит и стоимость билетов. Авиа, ЖД, неважно, все зависит от пути, который выбран. Плюс затраты на получение визы, получение нотариальной доверенности. Господь всемогущий! Ага, и как перевести мой любимый велосипед. Это, конечно, все здорово, но чтобы попасть в Европу, нужна специальная наклеечка в паспорт. Мне не составило особого труда получить испанскую визу. Ты самая пиздатая. Ну, мне повезло, просто испанцы требуют годовой шенген, в принципе, любой за последние 5 лет, и полную вакцинацию спутником. А так, у каждой страны свои требования, которые постоянно изменяются. А какого хрена? Но лучше всегда уточнять актуальную информацию в консульствах. В дополнение ко всем документам прилагаешь страховку с суммой покрытия 35 тысяч рублей, и в том числе от ковида, бронь любого отеля с бесплатной отметой на предполагаемые даты поездки через любые сервисы бронирования жилья. Ну и также нужна справка с места работы и выписка из банковского счета для Испании из расчета 90 евро на человека в сутки. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Если вы не прописаны по паспорту в Северо-Западном федеральном округе, Мурманск, Великий Новгород, Архангельск и проживаете в Санкт-Петербурге, то вам необходимо предоставить в дополнение временную регистрацию. Самые проблемные в получении визы – это и греки, и датчане, венгры, австрийцы. В списке самых лояльных это Франция, Италия и Испания. Каждому консулу важно увидеть, что ты действительно хочешь посетить его страну только с туристической целью. И обязательно вернешься обратно, а не останешься у них нелегалом. Я ничего не понимаю вообще. Ну а если я не попадаю под критерии получения испанской визы, что тогда-то делать? Вообще можно попробовать получить греческую визу, чего я крайне вам не рекомендую. No, God, please, no! 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 Греки очень требовательны к каждому заявителю, и можно получить отказ на ровном месте, даже когда у вас все документы в порядке.
Ой, боже, даже вспоминать страшно. Врача! Врача! Позовите врача! Помнишь, сколько я с этими документами мучился? Так мне еще и отказ пришел. Сказали, якобы я недостоверные данные им предоставил. Не получилось, не фартануло. Но я там уже подумал, скорее всего, это было из-за авиабилетов. Кто же знал, что Греция сделала обязательными покупку именно и авиабилетов, а также и брони отеля? Не пытайтесь воспользоваться сервисами продления брони авиабилетов. Сейчас это все прослеживается. Какой стати? Вы меня извините. Важно, чтобы все билеты были выкуплены, особенно авиабилеты. Я 6,5 отдал в едином визовом центре. При подаче документов, отпечатки, консульский сбор, сервисный сбор, фотографии 9,5. Итого уже 15. Я подаюсь второй раз. Итого у меня вышло 15 тысяч за первую подачу, 15 тысяч за вторую подачу. Около 30 тысяч я потратил на то, чтобы получить греческую визу. И дали мне ее, кстати, на 3 месяца. Ну бред же! Ну бред! После первого отказа я звонил в консульство Греции и узнавал, а можно ли мне подаваться заново и через какой промежуток времени. Мне девушка сказала, что мы вам не рекомендуем подаваться не раньше, чем через месяц или полтора. Но так как у нас сроки были очень сильно сжаты, то я подавался через 2 недели. Это была середина марта, и ровно в конце марта я понес документы на вторую подачу. Ну нахер. Слушай, я тут подумал, ну это же получается достаточно приличная сумма, чтобы получить только визу. Да и проблема в том, что билеты-то на сайтах авиакомпаний сейчас никак не купишь. Ну да, дороговато, но выход всегда есть. Ловите лайфхак. Первое. Берем Сначала укропу. наличную сумму. Второе. Идем в офис авиакомпании. Третье. Покупаем авиабилет с полностью возвратным тарифом. Да, я помню, как ты в Туркише ездил на Невский проспект и отстоял эту очередь бесконечную. Девочки, вы упали. Это хорошо, что я еще за билет расплачивался наличными. Так я в этот же день после получения визы сразу вернул себе всю сумму, а не ждал несколько дней, пока они мне вернутся на карту. Вот вам еще один лайфхак. Это просто А сколько ты ждал, когда покупал онлайн, не помнишь? Вариант покупки авиабилетов через специальные сервисы тоже достаточно неплохой. Но я ждал возврат денежных средств, около 2 недель. Учтите, что у каждого сервиса размер комиссии свой, и вам может вернуться сумма не полностью. Хватит это терпеть! А по ссылке в описании вы можете обратиться к Лене, которая поможет вам с документами на получение визы. С промокодом «Поехавшие» вы получите скидку размером 10%. О, por favor. Ссылка в описании. В итоге получили визу и нервный срыв. Слушай, но получить же визу это только полпути, а из страны нужно еще выехать. Большинство думают, что выехать из России в Европу можно только через Турцию, Катар или Арабские Эмираты. Гнусная ложь! Понятно? Ну да, самый простой и дорогой вариант — это вылететь из Санкт-Петербурга или Москвы в Стамбул, а из Стамбула уже в Европу. И тут начинаются те самые пресловутые «но». Как вы мне все надоели. Ну да, стоимость одного билета из Санкт-Петербурга через Стамбул, например, до Малаги, как это было в нашем случае, насколько я знаю, на 30 мая варьирует в районе 100 тысяч. Бабки, бабки, сука, бабки! Далее, когда ты прилетаешь в Испанию, то испанские пограничники тебя просто не пустят в страну из-за ковидных ограничений. Ковид еще никто не отменил. А если лететь через Арабские Эмираты?
Да, тебя пустят в Испанию, но стоимость за билеты будет еще больше. Но здесь у нас тоже есть парочка лайфхаков. Секундочку. Вот сейчас. Вариант номер раз. Можно попасть в Прибалтику, в которой ковидные ограничения намного мягче, и уже оттуда попасть в любую точку Европы. Да, мы просто бронируем любой тур выходного дня в любом санатории Эстонии, Латвии, Литвы. Получаем приглашение от санатория, что мы едем на лечение на 2-3 дня, чтобы при пересечении российской границы к нам не возникало никаких вопросов. Изначально мы рассматривали этот вариант, но есть еще более удобный. Вариант номер 2. Граница между Россией и Республикой Беларусь достаточно размыта. И поэтому, чтобы попасть в страну, достаточно только показать загранпаспорт при посадке на поезд. А уже из Республики Беларусь вы пересекаете границы любой страны Прибалтики. А уже из Минска мы просто едем до аэропорта, например, в Риге, из которого самолеты летят практически в любую точку Европы. С тем учетом, что все ковидные ограничения в Латвии, Литве и Эстонии сняты. Ничего не нужно, кроме масок в самолете. Это только кажется невероятным. Подожди, это все прекрасно, но скажи мне, пожалуйста, а что по ценам? Ну смотри, мы покупаем билет на поезд Санкт-Петербург-Минск. Стоимость будет его около 3500 рублей. Затем мы обращаемся к Дмитрию. Ссылочка в описании. Аренда машины стоит 350 евро. То есть, если вы едете вчетвером, то делите на четверых. Если едете вдвоем, то делите на двоих. Великолепный план. И затем мы покупаем билет из Риги до Малаги, например. И мы его купили за 14 тысяч рублей. Уже с багажом, с дополнительным багажом. Итого, 3500 билет на поезд, 350 евро из Минска в Ригу, 14 тысяч билет на самолет из Риги в Малагу. Не так-то и дорого. Я думаю, на этом сегодняшний наш блог можно закончить. Сегодня мы поделились с вами несколькими лайфхаками, и нам еще много чего есть вам рассказать. Мы постарались ответить на самые актуальные вопросы, которые вы нам задали, и постарались осветить те моменты, которые считаем нужными на данный момент, чтобы переехать в Европу из России. Как бы это банально ни звучало, подписываемся на канал, ставим лайки и жмакаем на колокольчик. Увидимся в следующих видео. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Я кое-что придумал для нового поста в Инстаграм. Сейчас сделаю. О, ну да, у нас же Инстаграм появился. Это ты так решил интеграцию сейчас ловко встроить. И да, ребят, кто еще не подписан на наш Инстаграм, ссылочка в описании. Еще раз спасибо за просмотр. Следующий влог совсем скоро. Всем пока-пока.